И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 18 марта и традиционно второй материал посвящен сводкам с линии фронта. Что у нас происходит на фронтах? Южное традиционное направление. Здесь оперативное затишье. Кстати, хочу прокомментировать ситуацию с видео, которое выложил депутат ВРУ Леша Гончаренко о его походе по освобождению, по его мнению, Херсонской области. На самом деле это и есть та цель, ради которой и организовывалось так называемое контрнаступление ВСУ в этом районе. Показать всему миру, в первую очередь Украине, что не все контролируется в Херсонской области Российской Федерации. Для пиар-акции было выбрано никому не нужное село на границе с Николаевской Херсонской области, откуда с окраин Николаева на автомобиле можно доехать примерно минут за 20-30. Собственно говоря, это и есть результат этого наступления. Российские войска, которые были в пригороде Николаева, отошли примерно на 15 плюс-минус километров назад. То же самое они сделали севернее Николаева, чтобы не нести добавочных потерь, раз пока наступление в район Одессы отменяется, а вся боевая активность переносится на север в район Кривого Рога. А в Херсоне, по моим данным, ситуация спокойная, нормально работает новая власть, внутри российские войска, блокпосты вокруг города есть. И понятно, что никто его не спешит ни штурмовать, ни брать. Пиар-акции цель достигнута, показано село в Херсонской области, которое не под контролем Российской Федерации. И понятно, что 40 километров по открытой степи украинская бронеколонна для штурма Херсона точно не проедет. Тем более, что этой ночью российские войска, подтянув туда тяжелые реактивные системы залпового огня «Смерч», показали, что они могут наносить очень серьезные огневые поражения Николаевскому гарнизону, что и было сделано этой ночью. То есть поражены были аэродром Кульбакина, поражены были казармы 79-й воздушно-десантной бригады. Пока данных о потерях у меня нет, но в целом они должны быть довольно существенны. Итак, с этим направлением понятно, что у нас по Мариуполю. Наступление идет довольно успешно. Ожидаю, что возможно сегодня к концу дня мы услышим о том, что группировка ВСУ в этом городе разрезана на две части, которые дальше будут зачищаться. В любом случае вопрос сейчас уже идет на дни. После чего основная масса города будет зачищена, а та группировка, которая его штурмует, будет переброшена на северное направление и, соответственно, усилит наступающие возможности российских вооруженных сил, а также войска ДНР, где они также довольно успешно наступают по направлению Курахова. Кстати, очень примечательный момент, мне просили передать жители Угледара, что у них в городе никого из ВСУ нет, но правда и российские войска, которые обтекают город со всех сторон, занимают населенные пункты, в город пока не входят. Там действительно сейчас сложилась очень трудная гуманитарная ситуация, нету отопления, а на улице мороз, в квартирах температура падает до 0 градусов и на самом деле реально там люди еле выживают. То же самое касается боев под Марьинкой, наступление ДНР продолжается, но ВСУ здесь сражается отчаянно. Но особое внимание я хочу уделить направлению Изюм-Славянск, потому что местные жители из Славянска и из Краматорска мне сказали, что впервые сегодня они услышали не отлеты из Славянска, а прилеты в пригороды Славянска. И также в районе населенного пункта Долгинка они услышали работу крупнокалиберного автоматического оружия, то есть либо КПВТ, говорит, либо какая-то другая крупнокалиберная установка. И также идут туда прилеты российской артиллерии. То есть очень похоже, что именно здесь на сегодня находится фронт наступления российской армии. То есть Харьковскую область со стороны Изюма она уже взяла и движется по направлению к Славянску. И также уже несколько дней происходят перестрелки в районе Барвенкова, куда, видимо, вышли передовые части российских войск, пока малыми силами, которые, возможно, украинские вооруженные силы пытаются оттуда выкурить. То есть большими силами российской армии здесь пока нет, но присутствие российских вооруженных сил здесь уже имеется. То есть приходит все больше и больше сообщений о том, что действительно российская армия большими силами, обойдя Изюм и наведя переправу понтонной через Северский Донец, пошла на юг и уже вышла на границу Харьковской и Донецкой областей. И также есть неподтвержденное сообщение из-под Киева, что российские войска то ли вошли, то ли уже взяли населенный пункт Барышевка, а это несколько километров буквально от трассы Киев-Харьков. И еще приходят сообщения об активных наступательных операциях российских вооруженных сил севернее Киева в общем направлении на Вышгород. Напомню, именно здесь российские войска смогли форсировать реку Ирпень и пытаются сейчас развить свой успех, чтобы отрезать киевский гарнизон от Киевского водохранилища, через который, кстати, в том числе и в тыл российским войскам пытаются забрасывать диверсантов. Вот это примерно все те новости, которые произошли за последние часы, за ночь и за утро 18 марта. Следующая сводка выйдет уже вечером. Пока все, до свидания, и до новых встреч.